Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 29 марта, пятница. И, как всегда, последние известия, которые, с моей точки зрения, являются определяющими в том смысле, куда несет нас рок событий. Я сегодня хотел бы так построить свое видео. Я отвечу на некоторые вопросы, потому что они такие, я вижу, что это насущные вопросы, они действительно волнуют, они важные. Некоторые из них будут по ходу текста. Ну, а самое главное, что я хотел бы вам рассказать, о чем сейчас заметно, я бы сказал, стратегически меняется ситуация в России. Причем она идет по, ну, еще не совсем по катастрофическому, но близко к этому направлению. И в этой связи меняется риторика, меняются месседжи, которые посылаются из Мордора. И это беспрецедентно, если взять то, что происходило за 2 года. Вот я хотел бы, так сказать, на основных направлениях этих изменений, новых тенденций, в основном и остановиться. Начну с ответа, краткого ответа на вопрос. Одна из зрительниц пишет мне из Харькова, что там ходят слухи, причем так массовые уже, которые приобрели массовый характер, о том, что участившиеся ракето-бомбовые удары по Харькову в последнее время обусловлены тем, что там якобы находятся установки неработающих, поломанных американских ракет, которые там установили еще до полномасштабной агрессии. Они не работают, до сих пор там. Россияне якобы об этом узнали и бомбардируют Киев, думая, что там настоящие установки и так далее. Правда это или нет? Отвечаю кратко. Нет, это неправда, это полная ложь, это фейк, направлено на то, чтобы дестабилизировать обстановку в стране вообще, в Украине и в Харькове в частности. Там никогда накануне войны не было установок американских ракет. Накануне войны полномасштабного вторжения в Украину в Харькове было некоторое количество, весьма ограниченное, американских джавелинов, что никак это не является ракетной установкой в полном смысле этого слова. Я знаю как факт обстановку, потому что в первые пару недель, ну а в основном вот первую неделю после массового вторжения государство фактически не работало, оно было парализовано. Сопротивление основывалось на энтузиазме и на порыве волонтерского движения в Украине и некоторых хороших офицеров и генералов, которые в обстановке хаоса взяли инициативу на себя. А поскольку государство не работало, не было никаких под рукой в большом количестве, в достаточном количестве вооружений для того, чтобы отражать атаки орков, люди по своим каналам звонили и пытались добиться, чтобы американцы прислали свои джавелины. Но я оказался один из них, к которому дозвонились, и был бы, как тут некоторое время был посредником между соответствующими инстанциями в Вашингтоне и защитниками Харькова. То есть я знаю обстановку совершенно точно. Еще раз, не будем дальше углубляться, нету таких ракет, таких установок сейчас в Харькове. А участившиеся удары, они обусловлены, вот, кстати, я об этом рассказывал в предыдущем же видео. Это одно из направлений, или вернее, одна из тактик, которая, видимо, я не знаю, насколько долго она будет продолжаться, но принял на вооружение Кремль, Генеральный штаб российских вооруженных сил, с тем, чтобы усилить давление, в частности, на Харьков, вплоть до того, чтобы заставить население покинуть этот город, с тем, чтобы заставить руководство Украины пойти фактически на капитуляцию. Но думаю, что в ближайшее время будет найдено противоядие против этих ударов, и ситуация должна измениться к лучшему. Ну, а основную тему я хотел бы начать вот с чего. Значит, после прошедшей ночи массированного удара орков по Украине, посол Соединенных Штатов в Киеве
опубликовала краткое заявление на веб-сайте своего посольства, которое звучит следующим образом. Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины. Теперь вся Украина находится в состоянии воздушной тревоги. Варварские попытки России лишить электричества миллионы мужчин и женщин и детей не прекращаются. Главное, наша помощь необходима уже сейчас, почти кричит посол Соединенных Штатов, чрезвычайный и полномочный, в те инстанции своей страны, где принимаются соответствующие решения. А соответствующие решения, как это общеизвестно сейчас, кроме последних болванов в Америке, инстанция по этому вопросу – это Трамп и его марионетка, спикер Джонсон. То есть этот вопрос, это никто не оспаривает в Конгрессе, даже республиканцы, потому что это факт. Ну и потому что это факт, недавно вот с Джонсоном накануне поговорил Владимир Зеленский по телефону. То есть он знает, от кого зависит это решение, и он знает, кому звонить, потому что, ну, в общем-то, это не по рангу. Президент звонит спикеру иностранного парламента, ну, это так, по дипломатическому протоколу как-то не совсем. Но Зеленский правильно позвонил, потому что действительно Джонсон – это тот человек, который может решить этот вопрос, но для этого ему нужно выйти из-под контроля своего патрона, а это судьбоносное для него решение. На него давят со всех сторон, включая представителей рейганистского направления республиканской партии. И надеюсь, что Владимир Зеленский правильно описал эту сложившуюся в Украине ситуацию. Ну и, как я неоднократно рассказывал, все больше появляется свидетельств того, что якобы Джонсон готов поставить на голосование. Но что он поставит? Вот весь вопрос. И насколько это задержит решение вопроса. Ну, оставим это дело на следующее видео, потому что тут дело уже нюансов, и многие зрители мне говорят, слишком много внимания мы уделяем. Окей, если вы не хотите знать, когда будет помощь, ну что ж, тогда будем говорить о другом. Но я бы вам хотел вот подчеркнуть в этой связи, значит, тезис трампистов и кремлевцев один и тот же. Америка сливает Украину. Придумали это сначала трамписты, маговцы, но потом подключились к этому и кремлевцы. Вот я хотел бы так просто объяснить, понимаете, здесь ясно, в Вашингтоне, Д.С., округе Колумбия, понятно, что это не вся Америка сливает. Сливают именно те, кто запустил этот тезис, то есть трамписты. Трамп, который сказал «ни цента в Украине», ну и его кодло в Палате представителей. Это нужно понимать, потому что, ну, в Украине воруют чиновники, и воруют много и патологически. Но если кто-то скажет, что ворует вся Украина, то вы, дорогие друзья, наверняка очень обидитесь, потому что это не так. Ну и не стоит обижать людей, которые борются реально, переживают за Украину, делают все, чтобы изменить ситуацию. И так замазывать их, типа вся Америка сливает Украину. Ну, в такой ситуации, если они, которые пытаются помочь Украине, если их сюда же включают в число тех, которые сливают, им, в конце концов, может это не понравится, не махнут рукой. Ну, сливают, так и сливают. Вот и все. И тогда мы окажемся у разбитого корыта. То есть нужно различать виновных, недругов и союзников. Так вот, что касается союзников. Атакамсы идут, господа, рассказы о том, что их якобы собираются утилизировать и не поставлять, это не соответствует действительности. Наскреб Пентагон лишних около 10 миллиардов долларов. О том, где они взялись и как, расскажу подробно. Сейчас есть важнее информация. То есть разговоры о том, что они не идут, а их утилизируют, это ложь, они идут. Мало того, вторая ложь о том, что не поставляют кассетные снаряды, а их тоже утилизируют. Это тоже
ложь, то есть атакамс, они поставляются с кассетными ракетами. Идут JDAM дальностью более 160 километров. И тоже они поставляются вместе с кассетными боеприпасами. Следующая ложь, которая распространяется совместно трампистско-кремлевскими пропагандонами и дезинформаторами. Американцы не запрещали наносить удары по НПЗ. Здесь, знаете, нужно вслушиваться, читать или слушать оригинал и вслушиваться в формулировки, потому что это тонкий дипломатический вопрос. Так вот, представитель официального Госдепартамента Миллер сказал, что администрация не поощряет удары по объектам на российской территории, в частности НПЗ. То есть вы чувствуете разницу между не поощряет и запрещает. И я считаю, что это правильная дипломатическая позиция. Вообще на эту тему, так по большому счету, не надо вообще болтать. Я вот не помню во время Второй мировой войны, чтобы там Рузвельт, Черчилль, Сталин делали заявления такие о том, что не собирается делать и так далее. Наоборот, нужна внезапность. Нужно, чтобы враг не понимал, что ты хочешь и можешь в отношении него сделать. Это вот Байден на начальном этапе сделал ошибку, когда сказал, что мы то не применим, мы вот сам прочертил себе красные линии, сами себе, и потом их с трудом начали переступать. Потому что за словами иногда ситуацию распаляют слова, не дела, а слова. А словами войну, в общем-то, по большому счету не выигрывают. Поэтому мы не поощряем. Мы передали ракеты, мы не поощряем. Но как украинские вооруженные силы используют это их дело, так по большому счету. И позиция на самом деле и Великобритании, и Соединенных Штатов в последнее время заключается в том, вот вам оружие, которое вы просили, и нам плевать, как вы его будете использовать. Потому что вы ведете войну против агрессора. Согласно статье 51 Устава ООН, имеете право на самооборону, и согласно международному праву вы имеете право наносить удары туда, откуда или по вам наносят удары, или где работает военная машина агрессора. Еще раз, британцы так вообще открыто говорили, что нас не волнует, когда они передавали Storm Shadow. Поэтому, когда лежат не менее 200 ракет на складах Министерства обороны Украины или закопаны где-то, и они не применяются, о чем я вам говорил с недоумением несколько раз здесь, и объяснять это тем, что американцы нам запрещают, это как-то так вот подмена получается вопроса или разговора. Вам американцы запрещают? Ну тогда запускайте ракеты по разрешению британцев. Но ничего не делать и сваливать это, что американцы якобы запрещают. Это пытаться объяснить собственную бездеятельность в этом плане. Полным ходом идут поставки боеприпасов по так называемой чешской инициативе. И даже Владимир Зеленский, который недавно дал интервью телекомпании CBS, он отмечал, что сейчас ситуация в этом плане лучше, чем она была 2 месяца назад. Нашли ресурсы. То есть там идет и 155-й калибр, и 152-й, и редкий 122-й. То есть я вам еще раз говорю, когда мне сказали, откуда это все поступает, у меня волосы дыбом чуть ли не встали по этому поводу. Это просто на грани фантастики. Но обещаю, что скоро будет большой спектакль. Готовимся. То есть совсем скоро. Желательно к праздникам. Или сразу после праздников ближайших. Но все это делают иностранные волонтеры. То есть, понимаете, вот эта чешская инициатива, она задумана и осуществлена, и материализовалась вообще, ее оформили в чешскую, типа государственную инициативу, анонсированную президентом Павлом. Это, можно сказать, иностранные волонтеры. И больших денег они на этом не заработали, потому что одна из главных идей при организации всего этого мероприятия была сделать дело так, чтобы не было места для коррупции. Поэтому там чуть ли не 19 стран собралось.
под строжайшим контролем. Каждая дала там немного денег, туда там невозможно украсть, невозможно много заработать, потому что многие страны отдавали, ну, что называется, последнее. Не последнее, конечно, но немного, потому что много у них просто нет. Ну, допустим, та же Словения. Так вот, в этой ситуации у меня вот возник вопрос. То есть вот эти частные лица, зарубежные, европейцы, плюс американцы, они нашли возможность найти источники огромного количества этих снарядов и боеприпасов. И сейчас они должны работать на длительной основе. Но где при всем этом находится Министерство обороны Украины? Это их святая обязанность это сделать. Это они должны были это найти. А должны они были это все организовать. Но их нет. Оттуда звучит только «дай» в исполнении президента Зеленского. А вот так вот построить работу своего Министерства обороны, чтобы они это обеспечивали. То есть их же не с галактики на ракетах привезли все это оружие. Оно здесь вот. Некоторые из них очень близко. Нифига. Дальше. Помню, президент Зеленский, ну ладно, с оружием не нашли, но я помню разговор первый о том, что надо строить оборонное укрепление, прозвучал из Банковой где-то, ну, во всяком случае, где-то в конце января месяца. И вот прошло время. Теперь показывают снимки этих защитных оборонительных линий. Зеленский даже на одной из них привел корреспондентов, показал, то есть он считает, наверное, что это нормально, то, что сделали. Но я увидел эти картинки, это же где-то так период Первой мировой войны, ну, Второй мировой войны. Но это не оборонительное сооружение 21 века. Это даже не линия Мажино, не линия Маннергейма, не линия Суровикина. Это линия Ермака-Аманского. И даже Russians, когда они показывают, они смеются, говорят, она больше похожа на братскую могилу. Где она? Нет оружия, но лопата есть, копать-то можно, или только сидеть и дай, или проводить мифические хуралы, там, встречи на высшем уровне, мировые форумы в Швейцарии, которые абсолютно ничего не решают. Это все псу под хвост, это напрасные, выброшенные на ветер деньги, которые не принесут никакого результата, потому что, ну, во-первых, они не сформулируют, эти все мероприятия не сформулируют ту позицию, которую примет Россия. Россия примет ту позицию и ту концепцию, которая сложится на поле боя. Ну и еще интересно, что касается Министерства обороны. Там все как в этом самом, в басне, когда осел, козел и косолапый Мишка затеяли сыграть в квартет, пересаживались туда-сюда. Министерство обороны нифига не делает, но там меняется персонал. Одних убирает, других собирается. И вот тут мне звонок раздался из Лондона. Говорят, что там творится? Я удивленный, что. Оказывается, назначается или уже назначено новый заместитель департамента закупок Министерства обороны по фамилии Куровская, уроженка Российской Федерации. Ну и говорят, что к ней имеются большие вопросы. Оказывается, и в Украине, не только в Великобритании, и в Украине к ней большие вопросы. И она посажена как раз, опыта в этой области у нее нет. И поэтому у людей, которые сидели до нее, тоже нет. Поэтому чехи, а не Министерство обороны, нашли вот эти источники снарядов. А вот этот департамент по закупкам занимался, ну, я даже не знаю, чем он занимался. Пилил, наверное, пилил. Ну и теперь посадили еще одну, и она должна усилить, которая никогда этим делом не занималась. Опять-таки, уроженка России. То есть необходимый атрибут сейчас в ОПе на Банковой для назначения на ответственные позиции – это связь с Российской Федерацией. Вот такая печальная ситуация, но, повторяю, несмотря ни на что,
поток оружия идет, и он ускорится, и, как просил Зеленский, по его расчетам, враг может попытаться нанести или начать наступление где-то в конце мая-июня. К этому времени нужно быть готовым. Думаю, что должны, потому что те цифры, которые мне называли, боеприпасов, речь идет, я могу пока говорить только об боеприпасах, внушает надежду, что с ними все будет хорошо. Ну, а теперь к основной теме хотел бы приступить. Это ситуация в Раше после теракта. Сегодня в Российской Федерации объявлено, или во всяком случае в российских СМИ появилась информация о аресте 9 таджиков в Таджикистане, которые, как считается, связаны с терактом, недавним терактом в Крокус-Сити. Ну и вот куда после такого анонса? Значит, в Москве арестовано 12 человек. Практически все они, ну, может, один из тех, что подозрения в отношении деяний, которых объявлено, там может быть, ну, один, ну, два не таджика, и то сомневаюсь. Практически все таджики. Теперь еще 9 таджиков. И какой же тут украинский след? Причем здесь таджики, да? Причем здесь Таджикистан? А ларчик просто открывается. Таджикистан – это база ИГИЛ-Хорасан. Я вам об этом рассказывал. Во-первых, там разветвленная сеть ИГИЛ-Хорасан. Во-вторых, на Таджикистан прежде всего, а также еще на Узбекистан и Киргизстан работает радиостанция этой организации, я имею в виду Хорасан, которая вещает на таджикском языке, на узбекском, на фарси, и она воспевает именно таджиков. Я вам это рассказывал еще до того, как объявили об арестах в Таджикистане. Она воспевает мужество воинов Аллахов, таджиков, воинов Аллахов. То есть проведена огромная организаторская работа организации ИГИЛ-Хорасан для того, чтобы создать эту сеть в Таджикистане. То есть это была целенаправленная работа, из которой потом вот и появился этот террористический акт. И вот чем больше появляется информации, которая указывает на реальные источники, как она возникла, кто в ней участвовал и так далее, тем больше нарастает не просто сначала это была растерянность, а теперь это полупанические, а скоро, возможно, будут и панические настроения. Россия, вернее, ее правящие структуры спецслужбы нарвались еще на одну проблему. Первая проблема, которую сразу, когда в первом же своем выступлении, через 19 часов после теракта, назвал Путин, это нас хотят столкнуть с исламом. Они это получили. Это уже есть. Ну, не просто с исламом. Это, наверное, такие наиболее радикальные круги ислама, тем не менее. Но теперь вдруг откуда ни возьмись, и к этому привели уже действия конкретных участников, назовем ее так, антитеррористической операции, то есть представителей российских силовиков, Россия нарвалась на межэтнический, межконфессиональный конфликт. Даже не конфликт, это уже вражда. Поскольку, как определили, значит, до сих пор основные исполнители – это таджики, и тут-то все поехало. Ну, сначала все началась враждебность в отношении таджиков в Москве, там ее как-то еще сдерживали, в Подмосковье. Пошли массовые избиения, кое-кого уже подрезали. Потом это покатилось по всей стране. Силовики российские по всей Российской Федерации кошмарят не только таджиков, но всех представителей Центральной Азии. Говорят, в магазинах Москвы, где раньше можно было купить оружие, оно исчезло. То ли его просто власти изъяли, спрятали, чтобы не попало не в те руки, то ли его уже раскупили. Вот некоторые, у меня еще остались контакты в Москве, некоторые предполагают, что местные таджики, а также сочувствующие им, раскупили срочно это оружие. Потом пошла информация, что таджики массово бегут из Москвы.
Затем выступил идиот, депутат Государственной Думы от партии коммунистов, который заявил, значит, он обозвал всех мусульман и этнических нерусских, он обозвал их дикарями и заявил, что вот сейчас придут наши ребята с поля боя. То есть он считает, что там одни чистокровные русские сейчас сражаются. Он не знает про бурятов, не знает о всех остальных нацменьшинств, с которых начинали с этих окраин бросать туда, ну, на поля сражения Украины российские власти. Вот он говорит, сейчас придут наши русаки с поля боя, и они наведут тут порядок, покажут этим дикарям. Но тут совсем уже полыхнуло, уже Кадыров выступил с соответствующим заявлением многозначительным, после чего депутат-коммунист начал извиняться. И, наконец-то, в это дело вмешался сам Путин. Он поехал в Торжок и там произнес небольшую речь, в которой были заложены ключевые слова. Обращение к ура-патриотам. Ура-патриоты – это вот представители русского мира, которые заварили всю эту бузу. Это партия Путина, безусловно. Это то, из чего вот Путин слепил эту агрессию против Украины. Теперь запахло жареным, и он призвал ура-патриотов как-то так свернуть свою активность, потому что русские... Когда Путин говорит «русские», это значит не просто этнические русские, а это значит все мы и так далее. Но как-то это вряд ли сработает, потому что спичка уже была брошена. Межэтнические конфликты в Российской Федерации, и даже не в Российской Федерации, они начались на просторах всего бывшего Союза практически сразу после его развала. Это самое страшное, что можно придумать. И это плодотворная почва для деятельности всевозможных там экстремистских организаций. А поскольку Игил Хорасан заявила, что она будет мстить, то вот таких у нее союзников прибавится огромное количество. То есть это вот то, что само по себе, вот этот межконфессиональный и межэтнический конфликт, само по себе может разорвать государство. А если добавить к нему еще, как сказал Путин, войну с исламом, не будем говорить весь ислам, не будем говорить за весь ислам, но вот с экстремистскими организациями, которые прикрываются знаменем ислама, я имею в виду прежде всего Игил Хорасан. И вот если эти все объединить, соединить, это конец стране, это конец государству. И заклинаниями Путина тут никак не поможешь. Но я так наблюдаю, заходя время от времени на соловьиные пометы всевозможные, и вижу там просто растерянность. Растерянность, в результате которой они начинают нести откровенную ерунду, хотя там тренированные пропагандоны все-таки. Чувствовалась раньше подготовка. А сейчас вообще какой-то кошмар. То есть вот недавно я посмотрел очередной соловьиный помет. Там доказывали их идею о том, что заказчиком теракта является Америка. И в частности, там Милли, я вам рассказывал об этом, и Нуланд. Нуланд якобы заказала и запустила все это одной фразой. Путина ждут неприятные неожиданности. Вот и все. Так, значит, для того, чтобы доказать, что это Нуланд является заказчиком, они показали маленький отрывок, видео в Соединенных Штатах снято. Там выступал клоун, комедиант, и даже эти пометчики соловьиные должны были признать, что это клоун выступал, который, ссылаясь на другого клоуна, он его тоже показал, вот они доказывали, что... Два клоуна доказывали, что Нуланд все это дело запустила. Когда такие доказательства, то, вы понимаете, то есть сейчас они должны железобетонное находить, что есть, чтобы как-то так вот создать этот фундамент для того, чтобы притянуть за уши хотя бы Украину к этому делу. Но они к этому делу пристегивают клоуна. Я спросил одного из американских журналистов, что он думает по этому поводу. Он написал мне, это люди живут в ла-ла-ленд, то есть в земле ля-ля. Такая вот ситуация. То есть даже среди
прожженных пропагандистов Кремля полная растерянность. Тем временем на помойках интернета появляются всевозможные опусы, цель которых опять посеять хаос, опять загадить мозги людям, чтобы они не понимали, что вокруг происходит. Сегодня два моих хороших знакомых, не сговариваясь, прислали мне опус о том, что ФСБ, другие говорили, это СВР, завербовала верхушку ИГИЛ-Хорасан, и таким образом российские спецслужбы заставили ИГИЛ-Хорасан дали задание совершить этот теракт. То есть первоначальная версия, утка, которая запускалась, что это сразу сделала ФСБ, она уже разваливается, понятно. Теперь, значит, появляется другое. Это сделал все-таки, да, это сделал ИГИЛ-Хорасан, но туда проникли путем злостных вербовочных подходов российские спецслужбы. Значит, и вот так оно все получилось. Мне даже один из зрителей прислал, пишет мне коллега, как же так, говорит, тщательнее надо. Тщательнее надо, я, ребята, так скажу, вот этот разговор о том, что российские спецслужбы завербовали, поставили под контроль ИГИЛ-Хорасан, это для двух бабушек, старушек, предметы разговора, сидящих вечерком на лавочке у подъезда. Потому что, ну, смотрите, сразу же идет разнобой. СВР, в этом опусе, который я получил, СВР все это сделала. Но это все, это уже можно смеяться, потому что, ну, ребята, СВР – это не та организация, которая будет вербовать ИГИЛ-Хорасан. Это люди, которых набрали и которые видят свою карьеру в том, чтобы работать в Париже, в Лондоне, в Риме, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, где так по-джентльменски работа ведется. Это не значит, что она ведется непрофессионально и плохо, это другой вопрос, но по-джентльменски. И это последние ребята, которые согласятся работать с ИГИЛом или другой аналогичной организацией, потому что там же вот происходит то, что делали российские спецслужбы, спецназовцы с захваченными таджиками. Там и ухо могут отрезать, там гениталии могут провод подключить под напряжением и так далее. Но нафига это нужно сотрудникам СВР? Поэтому, когда говорят, что это СВР сделала, это уже повод для хохота. ФСБ. ФСБ провалила все, что можно было провалить за последнее время. Это та организация, которая... Ну вот смотрите, взять 99-й год, Рязанский сахар. Там нужно было два дебила, которые бы незаметно в Рязани затащили мешок с гексогеном в подвал дома. Всего два. Всего два дебила, один мешок, подъезд. Ну, проще не придумаешь. И они провалились. Вот это ФСБ. Затем, 17 декабря 2017 года ЦРУ предупредила, 17 декабря, что вот-вот будет теракт. То есть теракт накануне одного Рождества, затем у нас идет Новый год, второе Рождество, и цель теракта, значит, он должен был начаться с Казанского собора, когда там соберется максимальное количество людей, а потом еще в местах скоплений, то есть они должны были разнести весь Петербург. Это была бы самая, на тот момент, самая убийственная, массовая, страшный террористический акт в истории человечества. Больше, чем 9/11, чем 11 сентября. Американцы предупредили. Ну, ФСБ тогда, да, она поблагодарила, предотвращено было уничтожение Петербурга. И тогда Бортников, Патрушев, Путин благодарили Америку. Теперь, правда, Патрушев возмущается, что не полностью дали информацию. Но, видимо, нам не было указано фамилия, имена, отчество, номера паспортов, адрес проживания этих террористов, а лучше всего, чтобы их еще вообще привезли в наручниках. Поэтому, как он говорит, нам пришлось, то есть этим бездельникам, которые сидели, не видели, что под их носом вот такой теракт организуется, им принесли, а он говорит, нам пришлось последнюю минуту на коленках дорабатывать. Блин.
Ну, слов просто нету от вот этого хамства, от этого наглости идиота, понимаете? Второй случай вот этот, вот Крокус. То есть спасибо Эмину Агаларову, вернее, спасибо его папе, с учетом того, что там должен был выступать 8 марта его сын, там было полно полицейских вооруженных, поэтому теракт был перенесен. А если бы он был 8 марта, то там уже 147 человек, я думаю, этим бы не ограничилось. Там было бы по полной программе. Вот вам ФСБ. Поэтому, когда говорят, что ФСБ кого-то там где-то завербовало, ребята, это то же самое. Каждый сидит там из этих ФСБшников. Это корпорация по зарабатыванию денег прежде всего. И туда берут на работу прежде всего блатных. И вы помните случай, когда после несколько лет назад, когда после очередного выпуска Академии ФСБ этих шалопаев собралось несколько десяток, и они на черных гелевагенах устроили парад по улицам Москвы, что вообще чудовищно даже с профессиональной точки зрения. Вот это ФСБ. На ФСБ, которая влезла в ИГИЛ. Ну хорошо, они могли туда вставить своего агента, информатора, который бы информировал. Но для того, чтобы заставить ИГИЛ, Хорасан, совершить этот акт, это надо захватить верхушку, все влияние, поставить под свой контроль. Но в истории мировых спецслужб такого не было. И думаю, что не скоро будет. Поэтому вот эти все рассказы надо свернуть в трубочку и куда-то пристроить. Но иметь в виду, что сейчас, когда орки в панике, в растерянности, я вам дальше покажу, во что это выливается, они будут распространять любую дичь для того, чтобы забить мозги, чтобы народ был ошеломлен и не знал. Вот тогда мне пишут иногда, кому верить. Вот этого и добиваются сейчас орки, чтобы народ не знал, кому и во что верить. Я вам скажу так, вот, ну, смотрите, идея, что ФСБ там, или СВР поставила под контроль эту организацию террористическую и дала им задание провести теракт в своей стране. Но это безумная вообще постановка вопроса. Вы вдумайтесь в это. Я, вот, чтобы вам понятнее было, приведу пример. У вас плохие отношения с тещей. Или, если зрительница, с тестем. Вам когда-нибудь придет в голову завербовать или установить отношения, любые, с террористом или с убийцей, и привести его в свой дом, поставив ему задание там за какую-то сумму денег, чтобы он немножко напугал тещу или тестя, чтобы они больше вас не обижали. Типа там ты Махмуд, или ты Вася, или ты Джон, я имею в виду террориста или бандита. Я тебе пускаю квартиру, ты подходишь к теще или тестю и говоришь, больше там не обижай свою эту самую невестку или тестя. Иначе страшное дело. Вы пустите такого в себе в дом. Вам не придет в голову опасение, что он же, когда зайдет в ваш дом и увидит, как хорошо вы живете, плюнет на ваше задание и на те деньги, которые заплатили, свяжет вас вместе с тещей и с тестем и оберет эту квартиру до нитки. Это хорошо, что если он еще вас оставит живых. То есть вот вы пустите бандита или террориста в свой дом, дав ему задание провести ограниченную операцию. Поэтому идея, понимаете, терроризм, его нельзя ограничить. Если он начался, он разрастается. Там нужны только кардинальные меры. А впустить террориста и дать ему задание совершить террористическую организацию в твоей стране, но это совсем безумная идея. Потому что любой теракт, он наносит удар по государству прежде всего по власти. Потому что если власть не может предотвратить теракт, то это плохая власть. Она не может обеспечить жизни своих людей. Не может. Хорошо, 99-й год. Ставки были высоки. И простая операция была. Надо было 2 болвана в каждый дом, 1 мешок и все. А здесь же какое? Причем во время какое? Во время войны, когда все напряжено. И показывать, что бледная моль, которой американцы сказали, что будет нападение, вместо того, чтобы действовать, бледная моль решает, что его шантажируют, и нифига не делает. И дает указания Патруш там Бортникову, это ж в Москве святое, если начальник сказал, что это не будет, то значит все.
Значит, никто из оперов, даже если ему поступит информация о том, что есть реально все, он не потащит эту информацию, потому что ему скажут: Вася, ты болван. Начальник же сказал, что не будет, значит, не будет. По-моему, ты не подготовлен в аналитическом плане. Иди-ка ты, Вася, куда-нибудь там в архив посиди. Вот такая ситуация. Поэтому в Советском Союзе терроризм был страшным сном, просто страшным сном. Поэтому на любое проявление, попытку проявления терроризма бросали все силы для его подавления. А если российское руководство через КГБ и занималось контактами, то это были исключительно совершенно законспирированные операции. Они были ограничены во время, в пространстве и в количестве задействованных лиц, и они только узнали после того, как Советский Союз рухнул. Были открыты архивы соответствующие, откуда, вот часть этих архивов у меня есть, там о операциях, как ночью на лодках передавали организация ООП оружие для проведения террористических операций против Израиля. Вот. Но это не были массовые, то есть прикинуть себе, заказать террористов для проведения массовой террористической операции в Москве, ну это, ребята, это же никак. Такое невозможно. Ну а теперь перейдем. Что ж там случилось? Итак, в связи с этим, с тем, что, ну, во-первых, война, как они понимают, наверное, уже почти, то есть спичка брошена, или Аннушка уже пролила, да не то, что пролила, он уже почти наступил на это пролитое, на рельсы, политые маслом. Это я в отношении войны с международным терроризмом. Ну и уже начало полыхать внутри страны так огонек межконфессионной и межэтнической вражды. Резко изменилось, да он внешне даже изменился, я имею в виду бледная моль. Все как-то пошло не так. Вот в последнее время он сделал несколько заявлений, я имею в виду прежде всего на встрече с летчиками, а второе, в Торжок он поехал пообщаться. И там несколько... Это было буквально отрывочно, но потом все это было раскручено по пропагандистским каналам и дальше будет раскручиваться. По пунктам. Первое. Путин заявил, что сама мысль о том, что Россия может напасть на НАТО, она безумна. Это бред. И Путин привел убийственные, как он считает, факты. Значит, накануне 22 года, вернее, в 22 году военный бюджет Российской Федерации составляет, он там посчитал, 71 миллиард долларов в Российской Федерации, в то время, когда в Соединенных Штатах 811, 71, 811, да. Затем, если взять в мировом масштабе, как говорил Петька Василий Иванович, то Россия, ее военный бюджет, составляет 3,5% военных расходов мировых. Соединенных Штатов 39. И Путин говорит, у нас несовместимые, то есть несопоставимые военные расходы, а значит и вооруженные силы несопоставимы. Поэтому, мы же не идиоты, но это же бред представить, что мы в такой ситуации можем напасть на НАТО. Вы давно слышали от Путина такое? А помните еще недавно, да у нас такие кракозябры есть, да если что, так мы применим, так нашего врага постигнет такой ужас, которого они не испытывали за всю историю существования. А вы помните на соловьиных этих пометах, как легко ракеты запускались, мифически, конечно, Вашингтон, Великобритания, этот остров погружался в пучину воды в результате мощного взрыва российской боеголовки там очередной и прочий бред. А сейчас прозрение. Вы помните, я вам рассказывал сколько раз, когда наступило в Кремле прозрение во времена Советского Союза. Они были идиотами, разворачивая СС-20 ракеты в западных частях Советского Союза, когда они там нафиг не нужны были со стратегической точки зрения. И они не воспринимали, они как бараны, упираясь рогами в стенку, доказывали, что просто им это необходимо для выживания Советского Союза. Как только Рейган разместил Першинги-2 с подлетным временем 10 минут до Москвы, все,
течение ночи они проснулись и стали вменяемым. Путин, не прошло и 3 дня после этого теракта, как человек просто преобразился, ну и дальше рассказывает, жалуется, плачет, что вот это все получилось в результате распада Советского Союза. Мы же тогда предлагали, ребята, давайте дружить, но их структуры, это же не мы свои военные структуры двигали к ним туда, на Запад, это они, НАТО, двигались к нам. Вот если бы это не делали, все было бы нормально, все нормально. И теперь они, то есть НАТО, Америка, кричат, что мы виноваты. А зачем они кричат? Чтобы попугать свои народы и чтобы выбить больше денег на военные расходы. О, какая мысль умная. Да, он болван, бледная моль, как Штюбинг. Потому что своими действиями он дал возможность военно-промышленному комплексу стран Европы, Соединенных Штатов вернуться из небытия, вновь родиться и запускать. Вот сейчас они заработают на полную катушку. И он с ужасом ждет этого момента, а он скоро наступит. Вот Европа, она должна выйти на проектную мощность где-то в начале следующего года. Это благодаря ему это все происходит. Но он вот сейчас говорит, ну, типа как в известном советском комедийном фильме «Не виноватая я, это он НАТО ко мне пришел». Дальше летчики, разговаривая с летчиками, ну он просто голубь мира. Прям его там и не видно, здоровые эти лбы, и там вот этот мотылек, окурок где-то, один только кончик макушки виднеется. Как голубь мира. Раньше, какие громы и молнии метали из Кремля российского генштаба на соловьиных пометах. Да если там поступят дальнобойные ракеты, а если F-16? А F-16 – это дальнобойные ракеты, потому что они нужны для того, чтобы сбивать самолеты вражеские за пределами украинской территории. Так вот, вы же помните тогда, чуть ли не опять ядерными боеголовками грозились. А теперь, ну что, ну будем сбивать. Ну, конечно, будем сбивать. Нас сбивают, мы будем сбивать. Ядерную бомбу они могут нести F-16. Ну, тут бы и сказать, ну, мы тогда, нет, мы будем учитывать это. И было это сказано так, знаете, как мягким таким голосом, как агнец Божий. Так он все это, ну что делать? Будем сбивать, если собьем. Если с атомной бомбой они будут, ну, будем учитывать. Окей. То есть уже они не собираются куда-то дальше свои ядерные боеголовки двинуть. Вот, так что теперь, значит, у них другой тезис появился. Раньше ж НАТО все против России воевала, Россия за своих, кстати, она объясняет, что ж мы теперь делаем-то, Раша? А мы теперь защищаем своих людей на наших исконных территориях. На этой бредовой башке, которая училась на тройке, где-то кто-то отложил личинку о том, что Украина – это историческая территория Российской Федерации. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Что ж возьмешь, как пел Высоцкий. Вот. То есть мы защищаем свой народ. Там уже не про нацистов нету, не про еще какой-то милитаристов. Просто они защищают, вот бросая эти свои кабы громадные. Это они, обстреливая Харьков, это они защищают своих людей на их исконных территориях. Ну, дегенерат, ну что делать? Но происходит с ним какая-то вот метаморфоза какая-то. И это вот буквально через 3-4 дня после этого теракта, который, как сначала все заглотили, был совершен якобы спецслужбами России. И я обратил внимание, он говорил эти тексты, вот особенно когда говорил с летчиками, он вспоминал, он запомнил текст, потому что это был его месседж. Там каждое слово было отфильтровано, отредактировано, и он его хорошо запомнил и воспроизвел. И дальше то, что я вам сказал, межэтнический конфликт, господа, или панове.
межэтнический, который может перерасти в войну. И это самая страшная пороховая бочка, которая имеется в стране. Путин упомянул, значит, после того, как началось вот это все, и депутат уже рассказал, что придут наши, и с вами неверующими, не христианами, не белыми русичами наши ребята расправятся. Путин призвал приструнить ура-патриотов, а это же его база, это же русский мир, это то, с чего все началось. То есть он призвал это все дело свернуть, и сказать, когда я говорю «русские», я имею в виду всех, кто проживает на территории России. Но искра уже была заброшена, и солома задымилась. Поэтому неспокойно среди таджиков, неспокойно в мусульманской общине Москвы, неспокойно во всех мусульманских общинах, местах проживания на территории Российской Федерации и в окрестных государствах, близлежащих государств. Вот это ухо отрезанное, оно очень дорого обойдется Мордору. Очень дорого. Ну и вот я наблюдал жалкие попытки в этой ситуации на соловьином помете. Они пытались убедить друг друга, что все будет хорошо, все устаканится, все хорошо, ничего страшного не произойдет. Но мне так кажется, что уже поздно, потому что та информация, которая поступает из мусульманских, назовем так, анклавов бывшего Советского Союза, свидетельствует о том, что мусульманский мир вскипел. И правильно сделал. Еще один, значит, тезис Путина. Красные линии он теперь прочертил. Но какие красные линии? Значит, он рассказывал по поводу F-16. И вот пропагандисты кремлевские говорят, что вот этот Путин, когда говорил про F-16 и про возможность, что он является носителем ядерного оружия, что якобы он тем самым прочертил красную линию. Раньше он не говорил конкретно, а сейчас сказал. А что он сказал? Да ничего не сказал. Он промямлил, что будем учитывать и что будем, будем сбивать. Какая красная линия? Наоборот, нет никакой красной линии. Тенденция продолжается. Надо поменьше его слушать и делать свое дело. И каждый раз, когда идет эскалация со стороны Запада, он это все проглатывает и отступает. Потому как он сам сказал, расходы на оборону у Мордора несоизмеримы, а следовательно и вооруженные силы Мордора несоизмеримы с НАТО, Соединенными Штатами Америки. А поэтому не надо было пальцы веером и вообще лезть в это дело. А это принял решение он, и он на это пошел. То есть теперь то, что он говорит, это самопризнание, что, извините, я болван, по сути дела. Как бы это ни крутить. Теперь, значит, из этого следует очень важный тезис, который, противоречит всем предыдущим основным тезисам. Помните, я вам рассказывал, основной пропагандистский или ИПСО, или активное мероприятие Кремля со времен Никиты Хрущева, которое они транслировали на Запад. В Кремле сидят клинические идиоты, поэтому вы на Западе лучше уступите, потому что они настолько клинические, что если что не так, они на красную кнопку нажмут и себя похоронят, но и вас тоже. Лучше вы же умные люди, лучше уступите. Теперь он говорит совсем другое. Мы не безумные идиоты, мы понимаем, что наша мощь несоизмерима с вашей, поэтому сама мысль о том, что мы можем на вас напасть, это бред. Воинственная риторика напрочь исчезла. Теперь начинается борьба за мир. Ну и общая картина такая вырисовывается из того, что доносится из Кремля. Россию и Украину, вернее так, Украину Соединенные Штаты скинули на Европу. Пусть Европа несет основное бремя поддержки Украины. А у Соединенных Штатов Америки главный враг, к борьбе с которым США готовится, это Китай. Поэтому он должен переориентироваться. Там якобы нет никаких союзников достаточных, но они глупеют просто не по дням, а по часам. Как это нет? Вот сейчас, 10 числа, приезжает, я вам рассказывал, премьер Японии.
подписывать невиданный пакт, а там и Южная Корея, а там и Филиппины, кстати, совместное учение начинается буквально вот с недели на неделю. Ну да, американцы там присутствуют, все нормально, но так вот считают, что американцы будут уходить туда, в Азию, а здесь Украина будет брошена на поддержку только Европы. Но они теперь, мордорианцы, бледная моль и его мыслители, их не устраивает эта картина. Они теперь доказывают Китаю о том, что прежде чем Америка двинет на Китай, ей надо, Америке надо расправиться с Россией. Поэтому Россия, она теперь как бы щит Китая. Вот как Украина является щитом, который защищает Европу, так Россия является щитом для Китая, и поэтому Китай должен помогать. Должен. То есть Россия стелится теперь перед Китаем. Почему она стелится? А потому что Китай, ему надо заниматься своей экономикой. Потому как пишут представители, там 20 с чем-то, 2 дюжины было крупнейших американских, руководителей крупнейших американских корпораций, как написал один из них, это CEO компании Bridgewater. Китаю надо срочно решать экономическую ситуацию, иначе десятилетие, вот нынешнее, будет вырвано из истории Китая. Все 10 лет. Тут уже не до Путина, тут уже не до его геополитических устремлений. Ну и последнее, господа, тут генерал-майор Следственного комитета Петренко заявила о том, что установлена финансовая связь между Украиной и вот этими таджиками, которые игиловцами, которые устроили этот теракт. Речь идет о криптовалюте. То есть большие суммы из Украины по каналам криптовалюты шли этим. Но вы же понимаете, что вот эти все каналы криптовалюты, они тщательно, если их грамотные люди, специалисты, хотят их зашифровать, то фиг, какое ФСБ с СВР и Следственным комитетом их откопает. Ну и сказали, что есть там какой-то посредника, они нашли, то есть там какого-то Васю в Киеве, возможно, вычислили, который занимался криптовалютой. Но его теперь скажут, что это он, назначит, что это он переводил. Ну и нарисуют все это. Короче говоря, это все вилами написано совершенно по воде. Это никакое не доказательство абсолютно. Как не доказательство выступления 2 клоунов американских, которые рассказывали, что Нуланд эту операцию заказал и так далее. Все это полный бред. И, видимо, они это понимают. Ну и в этих условиях ВМС Российской Федерации напоследок вошли в Красное море, где буквально все кипит. Там же проводят свои операции британский флот, там же американский, там же хуситы создают вот эту всю проблему. И туда, значит, вошел ракетный крейсер и фрегат Тихоокеанского флота. Что их туда понесло? Ну, не знаю, если... Естественно, они плыли из Владивостока, где-то они там базировались на российском Дальнем Востоке. Они плыли не 1 день и не 3 дня. Вот. Но я помню, когда только совершился теракт, пропагандисты кремлевские говорили, для того, чтобы тут же, значит, им не нравилась идея, что это ИГИЛ Хорасан. Потому что это страшный враг, нафиг нам надо такой виновный, с ним же надо бороться, его надо наказывать, попробуй накажи. Вот, они говорили, рвали на себя рубаху, говорили, ну, у нас хорошие отношения с ИГИЛом, и с Хорасаном у нас хорошо. И один из пропагандистов сказал, ну вот с хуситами же, а хуситы же в нормальных отношениях с Хорасаном. Нет, не нормальных они отношениях, они во враждебных отношениях. Ну, иногда они, как говорят, прагматически проводили прагматически осмысленные акты там, по обмену пленными и так далее. Вот. Но я не знаю, что задумали корабли ВМС Российской Федерации в Красном море. Наверняка они не будут сражаться с хуситами, скорее всего. Но вот интересно посмотреть, потому что
как-то это все совпадает. Там же и хуситы, террористы, там же и ИГИЛ в том регионе действует, и там чего только нет. Поэтому вот это то место, где бочка может взорваться в любой момент. То есть наблюдаем за тем, что они там будут делать, это будет очень показательно. А на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск, как обычно. Слава Украине и вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!